я думаю, что вы все это понимаете и так. И вот давайте поговорим, как делить квартиру на отдельные квартиры-студии. Какие у вас вопросы? Вот наверняка они все будут сейчас технического характера. Задайте мне вопросы в чат. Пока я смотрю, ага, мгм. Да, самый актуальный и распространенный вопрос — это как же сделать, разводку канализационных труб. Так, сейчас, ребята, секундочку. Читаю ваши вопросы. Заодно так, у меня тут студии мелькают. Покажусь вам ненадолго, чтобы вы понимали, что это все у нас. Так, а может быть, и не покажусь. Пишите вопросы в чат, я жду их. Сейчас отвечу. Ага, ага, ага. Так, ребят, не покажусь я, к сожалению. У меня тут, в общем, сложно переходить с презентации на себя. А, Что хочу сказать, что, значит, у нас, больше всего всегда вопросов вызывает разводка инженерных коммуникаций. Там все на самом деле не так, критично. Трубы канализации, да, разводятся по всей квартире, трубы водопровода разводятся по всей квартире. Это называется перенос мокрых, точек, да, конкретно унитазов, раковин, ванн, душевых, в новые места, которые образуют мокрые зоны, то есть наши новые санузлы. А, Такой перенос, совершенно без нарушения каких-то нормативных, моментов законодательных возможен на первом этаже, возможен на втором этаже над коммерцией и возможен на верхних этажах, когда под вами жилые квартиры. В таких случаях, когда мокрая зона занимает, территорию нежилую, точнее, над нежилой, да, у соседей. Что в наших квартирах является нежилыми помещениями? Прихожие, холлы, коридоры, кладовки, гардеробные, ам, а также существующие санузлы, да, они могут там менять свою геометрию, уменьшаться, увеличиваться в сторону нежилого, там, того же коридора, допустим, да. И вот, когда я говорю, что у разных квартир разный планировочный потенциал, это означает, что мы можем с разными квартирами делать какие-то разные вещи, но вот со всеми, со всеми квартирами по-разному. Да, есть квартиры, которые легче переделывать, есть квартиры, которые переделывать сложнее. Так, наверное, вот да, получилось у меня выйти э, на связь к вам. Без слайдов я продолжаю читать ваши вопросы из разных чатов. Так вот, про воду. Вода просто растягивается до каждой мокрой точки. Я рекомендую работать на полипропиленовых трубах, потому что они а, более надежные в своих вот этих сварных соединениях. Канализация, она вот, вы говорите, толстая, да, вот 110-я труба, ну, 100-я труба, многие говорят, 110-я по наружному диаметру, 11 сантиметров. Она не просто толстая, ее нужно вести под определенным уклоном, то есть чем дальше находится конечный унитаз от канализационного стояка, тем выше будет подниматься эта труба. Мы разводим вот в Петербурге в Старом Фонде эти трубы в междулаговом пространстве, то есть в конструкции пола. Если это первый этаж и удается договориться с сантехником из ЖЭКа, то в подвале. Где еще? Бывает, что совсем не получается пройти в конструкции пола, и мы проходим по существующему полу. Ничего страшного, мы закрываем
ам, либо стяжкой эту трубу, либо так называемым деревянным каркасом. Ну, то есть настил такой деревянный делаем, типа пирс, да, внутри которой труба идет, а сверху у нас, допустим, пол из фанеры, на который мы уже свободно кладем линолеум в последующем. Вот. Ну, санузлы — это, конечно, всегда стяжка, вот, потому что потом мы кладем плитку. Что еще? Многие не задумываются об электрике, но тем не менее. Электрическая разводка, она тоже по квартире полностью меняется. На каждую студию приходится по 2 автомата. Один на розетке, один на освещение. Вот при посуточной аренде мы ставим только одну стиральную машину в общий коридор для гостей. Больше, в принципе, нет необходимости. На нее идет отдельный автомат. Ну, на освещение общего коридора, да, который чаще всего идет на датчиках движения. Понятно, что никто не будет выключать в коридоре свет, и ну, я обычно спасаюсь датчиками движения, либо иногда датчиками шума. Вот, когда на звук реагирует и включается светильник. Так вот, вот газ — очень важный вопрос. Когда мы из помещения кухни делаем студию, мы газ должны отключить официально через газовую компанию, которая а, работает в вашем городе. Вот в Питере, например, это Петербурггаз. А, Отключение газа стоит недорого, но оно обязательно нужно для того, чтобы ам, люди не спали в помещении с газом. Вот это сверхважный момент, то, что нельзя, чтобы люди спали там, где может быть теоретическая утечка газа. Ну, вы понимаете, это может привести к летальным исходам, никому из нас этого не надо, поэтому я вас призываю газ в квартирах отключать сразу же. Если вот у кого-то сейчас в любом случае возникнет вопрос по газовым колонкам, в квартирах с газовыми колонками можно вести себя абсолютно по-разному в зависимости там от масштаба переделки вашей квартиры. Это уже такие прямо тонкости-тонкости, но большинство квартир все-таки имеет централизованную горячую воду, а не от колонки, поэтому газ мы со спокойной душой отключаем в этих случаях. И еще очень важный момент — это вентиляция. Надо делать так, чтобы воздух уходил, мокрый влажный воздух уходил из наших санузлов. То есть люди моются, происходят эти все испарения в наших ваннах, в туалетах, он автоматически уходит, так же, как и на кухнях. И вот эту ситуацию мы просто увеличиваем на все санузлы. Ну, то есть есть вентиляционные шахты, в них уводится воздух принудительно с помощью вот этих вентиляторов, да, то есть человек включает свет, и разом включается свет и вытяжной вентилятор. И это все уводится в существующую вентиляцию. Если у вас очень много студий, ну, к примеру, если вы делите квартиру на 3 студии, там ничего сложного нет, да. У вас вытяжка есть в туалете, в ванне и на кухне. Ну, прям элементарно, да. 3 санузла новых, 3 вытяжных отверстия. Все просто. Если у вас вдруг на квартиру одно вытяжное отверстие, чего быть не может, но при этом вы хотите 5 студий, а, все это делается элементарно с помощью системы обратных клапанов на трубе вентиляции, которые позволяют воздуху уходить именно в вент-шахту, а не в санузлы соседей. Вот и все. Все просто. На самом деле, технические вопросы можно копать еще очень долго. Они кому-то ложатся на понимание лучше, кому-то хуже. Мы за вот наше сегодняшнее занятие как бы глубоко их не разберем, ну и не будем, задачи такой нет. Сейчас просто примите, что разделение квартиры одной на квартиры-студии, оно возможно, реально, это нужно делать для улучшения своих доходов, но очень важно делать это грамотно. Вот то, что я сейчас коснулась по поводу разводки инженерной коммуникации, да, это обязательные факторы. И вентиляция, и канализация, и вода, и электрика с нашими вот розетками и освещенностью помещений. Вот, да, всем надо создавать нашим будущим арендаторам комфортные условия проживания в этих студиях. Доверьтесь мне как человеку, который сделал проект уже более
30 квартир по Санкт-Петербургу, и не только. У меня есть проекты в Екатеринбурге, в Сочи, в в Ярославле. Да, давно делала в Ярославле. Вот, поэтому у вас, не будет, каких-то сложностей, если, ну, технических, если вы захотите с этим познакомиться глубже, поверьте. А если, захотите, спросите меня как, я вам, естественно, расскажу.